Здравствуйте! В этом видео очень коротко, просто и ясно о 8 секретах гармоничных отношений. Итак, первое. Конфликты. Смиритесь, пожалуйста, с тем, что конфликты у вас в отношениях будут всегда. И это абсолютно нормально. И задача просто научиться хорошо мириться. Хорошо — это так, как вам обоим будет понятно и окей. Дело в том, что в любых здоровых, счастливых отношениях конфликты есть всегда. И это очень большая ошибка, если люди думают, что нужно себе ставить задачу исключать эти конфликты. Нет, конфликты — это моменты, когда вы можете стать еще ближе к друг другу, научившись их преодолевать и договариваться. Поэтому здоровые отношения, счастливые отношения отличаются от проблемных лишь тем, что люди принимают этот факт конфликтов и умеют мириться. Как вы миритесь обычно с вашим партнером? Поделитесь в комментариях. Второй момент. Свекровь, тещу, зятя и прочих родственников всех подальше от вашей семьи. Вот приближайте их ровно настолько, насколько вам комфортно. Причем, если вашему партнеру комфортно поближе, ну, например, вы жена, и он хочет, чтобы его мама приходила к вам почаще домой, а вам это некомфортно, то решение должно быть за вами. То есть решает тот партнер, которому приближение некомфортно, да, нужно найти вот эту вот удаленность, которая будет комфортна обоим. Потому что, когда в вашу жизнь вмешиваются родственники, особенно нарушая ваши границы, суют свой нос, задают нетактичные вопросы, а когда у вас следующий ребеночек, или а что это ты тут так невкусно мужу еду приготовила, да? Все это нас задавливает. Почему? Потому что если посторонний человек нарушает наши границы и делает что-то не так, ну согласитесь, нам легче послать его куда подальше. Если это родственники, то тут вроде как 20 раз подумаешь и где-то стерпишь, ну потому что не хочется с родственниками портить отношения. И это замечательно. Портить их не нужно, но вот держать их достаточно далеко, чтобы не портить с ними отношения, и при этом не терпеть то, что вам не нравится, это очень важная рекомендация. Следующий момент, третий. Не ожидайте, пожалуйста, от партнера взаимности. То есть, когда вы живете и ждете молча, что что-то будет взаимно. Я тебе сделала, и ты сейчас, наверное, в ответ мне сделаешь хорошо. Не ждите. Это просто приведет вас ни к чему хорошему, это вас не приведет. Делайте максимально для партнера столько хорошего, столько можете, на что у вас есть силы и желания. А когда вам что-то нужно в ответ, обязательно проговаривайте это, оставляя за ним право не делать. То есть в идеале, чтобы вы оба вкладывали в отношения то, что хотите, ничего не ожидая взамен. А когда вам что-то правда нужно, просите об этом. Вот люди, которые так делают, у них нет никаких обидок, недомолвок, и проблем у них существенно меньше в отношениях. Четвертый секрет. Хороший секс. Да, пары, в которых секс яркий, где и один, и второй партнер испытывают оргазм, и этот оргазм действительно яркий, не как кот наплакал, говорят, да, где есть активная сексуальная жизнь, эти пары интуитивно способны закрывать глаза на многие проблемы, потому что их правда ничего особо так уже и не раздражает в их партнере. То есть, если сексуальная жизнь у вас хромает, обратите на это внимание, ее нужно починить. Смысл жить с мужчиной или с женщиной, с которым нет секса, потому что без секса вы превращаетесь в друзей. С друзьями не нужно жить в одной квартире, заводить детей и ипотеку вместе. Поэтому секс — это очень-очень важно. Нельзя делать в сексе что-то, чего вам не хочется, но если вам постоянно не хочется с вашим партнером ничего делать сексуального, то нужно найти причину и сделать так, чтобы либо захотелось, либо вы не мучились, и тогда были с кем-то, с кем хочется. Пятый секрет. Уважение – это очень важный ингредиент хороших отношений. Если вы не уважаете друг друга, проявляете друг к другу знаки неуважения. Какие? Например, перебиваете. Когда к вам обращается партнер, вы его не слушаете, закрываетесь, делаете вид, что он ничего вам не говорит. Поднимаете голос на него. Или как-то телесно его пихаете, толкаете. Или критикуете его поступки и внешний вид, которые к вам не имеют отношения, да, не что-то общее, когда он, например, сделал, не знаю, договорились выносить мусор, будет и не выносит этот мусор. Тут, конечно, нужна правильная жалоба, разговор через жалобу нужен с ним. Но если это что-то, что не имеет к вам отношения, например,
как он общался с другом, и тут вы вот встреваете третьим лишним, начинаете критиковать, или он в вас лезет в ваши личные дела с критикой, это отсутствие уважения. И такие пары, конечно, скрипят по швам, трещат по швам. Уважение очень важно. Просто подумайте о том, что если вы выбрали этого человека и живете с ним, то надо его уважать, потому что если вы не уважаете вашего партнера, то отношения это как продолжение о вас, то вы не уважаете себя. Шестое. Уметь ставить на паузу разговор, когда это необходимо. Когда это необходимо. Когда вы конфликтуете, ругаетесь, очень-очень важно, чтобы когда вы прям эмоционально уже закипаете, вы просто вспоминали слово «пауза». Остановись, поставь на паузу. Если он закипает, научи его ставить разговор на паузу со своей стороны и расходитесь на 15-30 минут минимум, чтобы кровь в теле у вас очистилась от гормонов стресса, чтобы вы успокоились. Потому что когда вы взвинчены, вы только наговорите друг другу гадостей. Никакого примирения, никакого адеквата во взвинченном состоянии не будет, просто потому что мозг на это не способен. Лучшее, что вы можете сделать, это поставить разговор на паузу и вернуться к нему попозже, когда вы будете спокойны. Седьмой пункт. Ходить на свидания. Люди почему-то забывают про это после того, как начинают вместе жить, как дети появляются, годы проходят, а свидание это очень важный момент, потому что если вы идете целенаправленно на свидание с вашим партнером, а он с вами, то вы можете отключить все дела извне и правда побыть друг с другом. Людям, которые долго живут вместе, в браке, в семье, очень не хватает вот этого момента, когда вы вдвоем и фокусируетесь друг на друге, и ухаживаете друг за другом, меняете обстановку, выходите из дома. Если маленькие дети вдруг невозможно, значит, когда дети спят, находите момент уединиться в каком-то углу вашей квартиры или дома, я не знаю, поесть вместе клубнику, поговорить. Только на этих свиданиях желательно не ускользать во что-то другое. Алкоголь – это третий лишний на этих свиданиях. Посмотреть вместе фильм, вы знаете, может быть, но вы потратите время на фильм. Если у вас потом есть столько же времени пообсуждать фильмы вашу жизнь, окей, но если время ограничено, побудьте именно друг с другом. Не делая что-то вместе, потому что вы и так много чего, вероятно, делаете вместе, а именно друг с другом пообщаться, поговорить о том, что происходит в вашей жизни. И восьмой очень важный пункт – решить финансовые проблемы. Потому что когда пара живет в режиме выживания, никакие счастливые отношения невозможны. Вы можете объединяться хорошо как команда, вместе делать ремонт, вместе зарабатывать деньги, но если это все из режима выживания, вы постоянно в финансовых проблемах, то места на счастье там нету. Вы в стрессе, вы сфокусированы только на теме денег, и у вас будут тогда конфликты, потому что вам будет не хватать именно моментов наслаждения друг с другом. Нужно решать финансовые проблемы, чтобы у вас базовые потребности были закрыты, базовые, где жить, что вы в безопасности, что вам есть, что есть, за что одежду покупать. И только тогда вы можете думать о каком-то счастье сверх какого-то прожиточного счастливого минимума. Было бы очень глупо, честно, если бы психолог какой-то говорил, что счастье в паре возможно, когда они очень бедно живут в шалаше с милым рай. Вы знаете, вот это все хрень, вот в это я не верю. Если есть финансовые проблемы, нужно вместе объединяться как команда, фокусироваться на том, чтобы как можно скорее их закрыть, чтобы вам хватало на все самое необходимое. И тогда уже вы сможете переключиться на какую-то гармонию, наслаждение, радость, счастье, легкость, изобилие. Да, потому что вот это счастье, какой-то сверхминимальной нормы проживания, чтобы совсем не сдохнуть, оно возможно в изобилии. А если есть финансовые проблемы, ну какое тут изобилие тогда? Поэтому, честно, откровенно вам говорю, что да, финансовая сторона влияет на отношения. Минимальные финансовые вопросы должны быть закрыты. Некоторым, конечно, мало и этого, и там есть люди, которым сколько не даваем, всегда мало. Это уже другая тема, другой вопрос. Да? Мы сейчас говорим про режим выживания, когда негде жить, не за что, там, не знаю, заплатить за коммуналку нечем, продукты экономить очень сильно нужно. Вот это проблема, вот это нужно решать.
Если хотите от меня больше лайва, пожалуйста, в мой инстаграм заходите, я там каждый день в сторис. Хотите, если тексты читать, посты в телеграм-канал, ссылки на свои соцсети оставляю внизу. Если вам понравилось это видео, поделитесь со мной, пожалуйста, лайком. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, я регулярно в комментариях присутствую, сама лично на них отвечаю. И там еще где-то есть колокольчик, если хотите не пропускать видео в дальнейшем, чтобы YouTube их вам предлагал новые видео. До встречи!